Украинская власть продолжает с ожесточением макать свое собственное тоталитарное государство мордой в дерьмо. И получается, этой ночью произошло событие, которое стало всего одним звеном в цепи событий вот этого самомакания, садомазохизма. Моего товарища, польского журналиста Томаша Мацейчика, не пустили в Украину. Почему не пустили? Ему дали постановление о запрете въезда и поставили даже штампик за запрет въезда в Украину на 5 лет. Ну, без сомнения, конечно же, нам стало интересно, за что запретили въезд, за какие такие преступления и что является преступлением по мнению украинских спецслужб. Однако же, со своей стороны, сразу же сходу мы хотим выказать признательность украинским пограничникам, которые вели себя абсолютно адекватно и понимающе, и которые объяснили, что, по всей видимости, запрет въезда связан с критикой украинской власти. Также они помогли выехать моему товарищу с территории демократического государства назад в Евросоюз. После того, как Томаш опубликовал информацию о вот этом вот запрете, в соцсетях своих появилось множество комментаторов, и комментарии разнообразием не отличались. Там, Россия платит, ФСБ, пророссийский, геть, ганьба, ну и тому подобный бред и маразм, который мы много раз уже читали. Но многие комментаторы писали: и правильно, нечего шастать к нам. Ребята, ну это, во-первых, самоуверенно, потому что к вам и так не особо кто спешит шастать. А тот, кто приезжает, то, знаете, щупает билетик обратный в кармане, потому что из вашей демократии так и хочется уехать назад в цивилизованный мир. Но у меня предложение к этим нью-европейцам. А почему бы не довести то, на чем вас развел Арсений Петрович Яценюк, до конца и не построить, наконец-то, Великую Китайскую стену? Ну, это будет достойно Нью-Совка, который вы у себя построили. Это будет достойно того тоталитарного недогосударства, в котором вы живете и в которое вы боитесь уже пускать журналистов. А почему вы боитесь их туда пускать? Если есть какие-то конкретные претензии к журналисту, вы можете их всегда озвучить, предъявить, сказать: вот здесь вот ты показал неправду. А мы знаем, из-за чего не пустили моего товарища Томаша Мацейчика. Его не пустили из-за выставки, которую мы накрыли в Европарламенте, из-за выставки, на которой собирались презентовать фотографии с нацистом, у которого наколоты свастики на теле. И тут очень интересно, как данную ситуацию осветили украинские СМИ. Данную ситуацию, имея в виду запрет на въезд польского журналиста. Вот светоч правды, европейская правда. Поляку, что работает Роспропагандистом, запретили въезд в Украину. Служба безопасности запретила на 5 лет въезд. Участие в распространении русской пропаганды в Европе. Напомним, Томаш Мацейчик известен в частности тем, что принимал активное участие в агиткампании против ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Украинская община назвала Мацейчика штатным пропагандистом российского посольства. Этот человек во время кампании ездил с одной дискуссии на другую и обвинял Украину в угнетении русскоязычных и несогласных. Также весной Мацейчик пытался искусственно сфабриковать поддержку нацизма Украины, прибавив фото бойцов со свастикой к выставке, проходившей в Европарламенте в рамках украинской недели. Европейская правда является своего рода филиалом украинской правды, по сути, первого издания Украины. И вот, первое издание Украины, по сути, первое издание Украины размещает абсолютно лживую пропагандистскую статью, не подкрепленную никакой фактической информацией. Я анонсирую, мы подаем в суд, однозначно подаем в суд на европейскую правду. И в суде, я уверен, главный редактор, журналисты этой европейской правды смогут по пунктам обосновать, почему Томаш Мацейчик является российским пропагандистом. А также мы очень хотим узнать, каким образом Томаш Мацейчик хотел сфальсифицировать доказательства нацизма в Украине, подкладывая какие-то фотографии на выставку. Дело в том, я сразу играю открытыми картами, что у нас есть журнал Viva, у нас есть несколько выпусков новостей ТСН, у нас есть заявления людей, отвечающих за свободу слова в здании Европарламента. В Виву, по всей видимости, в журнал Томаш Мацейчик также подложил эти фотографии. Он их подложил в выпуске телевизионной службы новостей. Ну и, конечно же, он подговорил людей, которые отвечают за свободу слова в здании Европарламента. Я убежден, что европейская правда в суде сможет обосновать
все вот эти вот вещи. Ну, я не говорю уже о высказываниях, там, кто-то кого-то как-то называет, это мы оставим. Нам интересно обвинение конкретно вот в фальсификациях, в других вещах. И тут что интересно, за счет чего существует вот эта вот европейская правда? О проекте. Так, читаем. Вот. Финансовую поддержку старта проекта предоставил Европейский фонд демократии. А проект получил еще частичное финансирование расхода от Европейской инициативы Международного фонда возрождения. От фонда Сороса. И вот здесь указан адрес, куда мы и подадим иск. Мы изо всех сил попытаемся привлечь в качестве соответчиков людей, финансирующих это лживое издание. Потому что, ну, подумайте, хорошо, если я финансирую, допустим, какой-то листок, в котором описывается, как можно убивать детей, там, допустим, и пишу при этом, мое мнение может не совпадать с мнением авторов этого листка. Нет, так не пойдет. Если бы я его не финансировал, то он бы не выходил. Мы очень постараемся, я вам обещаю, очень сильно постараемся привлечь ваших кураторов. Теперь другая статья, которую я прочел вчера, и в ней упоминаюсь я. Издание «Остров» пишет «Не свобода в ДНР». И вот здесь вот о вашем покорном слуге. Так, о травле журналистов со стороны ДНР в апреле заявил один из ярых сторонников Новороссии, блогер Анатолий Шарий. Давайте посмотрим, за счет чего существует этот проект «Остров», за счет чего существует этот сайт. Данный сайт существует при содействии Национального фонда поддержки демократии, Фонда развития СМИ, посольства США в Украине и Международного фонда возрождения. Я связался с редакцией сайта «Остров» и спокойно, по-европейски, знаете, цивилизованно предупредил их о подаче иска в суд. И в суде они смогут как раз таки обосновать свои слова о том, что Шарий являлся ярым сторонником Новороссии. Ну, они, я уверен, смогут показать в суде, продемонстрировать, где и когда Шарий делал какие-либо заявления там, по поводу Новороссии, где он осуществлял поддержку. На что статья была изменена уже к утру. Но изменили ее таким образом. Вот. ДНР в апреле заявил один из пропагандистов ДНР, ЛНР, блогер Анатолий Шарий. Я опять связался с редакцией сайта «Остров» и сказал им, что если они хотят поиграть, то мы, конечно же, поиграем, но в юридической плоскости. И попросил их, опять-таки, подкорректировать свою статью или же в суде показать, где и когда Шарий осуществлял пропаганду в пользу ДНР, ЛНР. На что я получил удивительный ответ. Мне было сказано, что я могу подать на них в суд по месту их регистрации. Украина, город Донецк. Я понимаю, что в редакции сайта «Остров» могут сидеть очень умные или же самоуверенные люди, которые считают, что теперь они могут размещать любую ложь, клевету, дефамационную информацию относительно любого лица, и им за это ничего не будет, так как в Донецке я не могу подать в украинский суд. Однако же мне мои юристы сказали, что редакция сайта «Остров» очень сильно заблуждается. Кроме того, мы однозначно отправим запросы в организации, благодаря которым существует этот сайт, на котором размещается недостоверная или лживая, клеветническая, дефамационная информация по поводу человека, и который в ответ на цивилизованное предложение удалить дефамационную информацию отвечает тем: подавайте в Донецке, типа нам все равно. Меня очень сильно умиляют комментарии людей, а некоторые из них всерьез считают представителями прессы, которые пишут: так вам и надо, не пускайте, российская пропаганда и тому подобный бред. Вот эти вот парохоботы, вчера еще Яценюка Лизы, а завтра Гройсмана Сосы, если скажут, не понимают, что они не являются кем-то, кто делает политику в этом недогосударстве. Они не понимают, что они являются пешками, которые вообразили себя ферзями. И если Порошенко завтра захочет их закрыть, то о них никто и слова не скажет. В стране, где полностью под запретом свобода мысли, где полностью под запретом иное мнение, где нельзя говорить о проблемах,
В стране не может быть демократии. Такая страна не может и близко называться цивилизованной. Это не цивилизованное государство. Это государство подавления. Но что же кроется за рейтингами свободы слова? Ведь в Украине, как нам известно, из серьезных источников выросла свобода слова. Ну, я вам объясню, откуда берутся эти рейтинги. У меня дома, к примеру, работает там какая-то уборщица, кривая, косая, и работает практически бесплатно, за копейки. Никто так дешево себя не продает. И я ее, конечно, без труда сделаю мисс своего этажа. И соседи будут понимать, что это все ерунда. Они будут глаза опускать и хмыкать. Но никто ей не расскажет, что она не красавица. Просто не захотят мне, знаете, меня лишать такой почти бесплатной рабочей силы. Хорошо, если так решили, ну, я думаю, что так решили, наверное, закрыть информацию. Шари не получит информацию теперь из Украины. Ну, это как-то глупое такое утверждение по поводу того, что я теперь не смогу получать информацию из Украины. Смогу получать и много смогу получать. Но теперь мы будем ловить любого представителя этого тоталитарного государства, который выезжает в Европу и пытается раскрывать свою пасть по поводу того, что в Украине свобода слова, демократия там и еще что-то. Мы будем таких людей ловить и задавать им неудобные вопросы публично. А они уже в свою очередь могут вызывать полицию и говорить: смотрите, он мне задал неудобный вопрос. Ну и смотреть, как полиция в цивилизованных государствах на такие вещи реагирует. Мы будем приходить на ваши форумы, мы будем приходить на ваши там круглые столы, где вы будете лгать о свободе слова, которая существует в Украине. Кстати, в свое время группе европейских журналистов уже запретили въезд в Украину, но потом на Попрошанина топнули в Европе, и он быстренько им въезд разрешил. Мы не будем пытаться там получить это разрешение. Я же говорю, постройте стену 100 метров высотой, да сидите там. Дело не в этом. Дело в том, что мы будем посещать с этим запретом все правозащитные организации. По списку, в свою очередь, предоставляем возможность тому тоталитарному государству Украина предоставить доказательства о антигосударственной деятельности поляка Томаша Мацейчика. Возможно, там работы на иностранные спецслужбы. Давайте, мы ждем. Мы без сомнения будем использовать этот запрет на въезд, по сути запрет на получение информации в своих целях. Мы будем с этим запретом заходить во все двери, будем везде стучаться. И со временем, конечно, родится такая легенда, что это мы сделали специально. Ну, в таком случае нам в этом помогла Служба безопасности Украины, которая тщательно оберегает украинскую власть от камер, микрофонов, диктофонов и от настоящей журналистики. О ходе судебных дел, а также о том, куда мы с этим запретом будем теперь ходить, конечно же, буду извещать. Всем привет!